Когда разливать вино по бутылкам? У каждого вина свои сроки. Если у вас вино легкое, белое, его можно разливать пораньше. Если у вас вино плотное, тельное, то и выдерживать его необходимо не менее года. Только после этого ваше вино готово, чтобы разливать его по бутылкам. Ну и здесь существуют свои нюансы, о которых я сегодня расскажу. Добрый день, дорогие друзья! С вами Роман Тур, и я рассказываю все о винограде и не только. Сегодня в ролике я покажу еще один этап виноделия. Это розлив вина по бутылкам. Многие из вас знают, что в каждом вине протекают свои биохимические процессы. Из-за этого вино созревает в разное время. Одни пораньше, другие попозже. На это влияет и температура, и освещение, бактерии, и дрожжи. А еще состав сока у разных сортов винограда, он тоже разный. В первую очередь созревают легкие белые вина. Обычно такие вина я и разливаю первыми. Молодое вино этого года, которое я перенес в подвал больше месяца назад, кардинально начало изменяться. В темном подвале при температуре плюс 4 градуса можете сами увидеть, в каждой емкости выпал плотный осадок. Это так называемый винный камень или кислая соль калия и винной кислоты. Вино становится мягким, менее кислым, более прозрачным, изменился его состав и вкус. Мое белое вино готово, чтобы его разливать. Самое главное, чтобы оно было не мутным. В идеале лучше дождаться полного осветления вина, но в отдельных случаях в вино приходится добавлять разные оклеивающие вещества или его фильтровать. Потому что мутное вино в стеклянной бутылке будет выглядеть неэстетично. Если не торопиться с разливом вина сейчас и оставить его до весны или до лета, то оно станет еще лучше. Бутылки могут быть любыми, но обязательные требования к ним – это их чистота. Бутылки, которые готовятся для разлива вина, предварительно тщательно моют в теплой воде и ополаскивают. Затем я, например, добавляю на литр кипятка 2 грамма пиросульфита калия и этим раствором еще раз промываю. А дальше с помощью силиконового шланга разливаю вино по бутылкам. Для белого вина я использую прозрачные бутылки. В них вино очень эстетично смотрится. Но чтобы разливать вино в такие бутылки, оно должно быть безупречным. В идеале через емкость с вином можно спокойно читать газету. Свои бутылки я закрываю самыми простыми пробками, но только новыми. Перед использованием я их бросаю в кипяток, где они в течение минуты размягчаются и стерилизуются. После этого они свободно вылезают в бутылки. Остается только надеть и запечатать термоусадочный колпачок. Бутылки готовы. Конечно, все белое вино я сейчас разливать не буду,
оставлю на потом, возможно, до лета. То же самое я делаю и с красным вином. Но только вино я буду разливать не этого года, а 2021. Потому что за 3 месяца красные вина, даже если они хорошо очистились и у них выпал осадок, они еще полностью не созрели. С помощью все той же силиконовой трубки красное вино я разливаю в бутылки только из темного стекла. После разлива на дне емкости остается вот такой осадок. Цвет вина в темных бутылках можно увидеть с помощью дополнительного освещения. Укупоривание бутылок происходит такими же пробками и в таком же порядке. В самом конце надевается термоусадочный колпачок и запечатывается. После разлива все укупоренные бутылки с вином я храню в прохладном подвале. Если позволяет место, хранить бутылки можно наклонно, но можно и стоя. Мне кажется, что такой продукт у многих долго залеживаться не будет. Подписывайтесь на канал, если понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего вам доброго. С вами был Роман Тур.